Ну что, вы готовы увидеть самые лучшие игровые пластиковые фигуры, выполненные в масштабе 1:32? Да? Тогда погнали! Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки, и сегодня я расскажу вам о солдатиках, которые, по моему мнению, могут смело претендовать на звание военно-исторической миниатюры, а местами по качеству своей детализации даже превосходят ВИМ. А что самое главное, производятся эти бойцы в России. Да-да, это тот самый случай, когда можно гордо заявить, не перевелись еще таланты на Руси. Если позволите, я бы хотел провести некую аналогию с другими солдатиками и миниатюрами, которые также производятся в России. Почему, спросите вы? Так тут все просто. Я считаю, что Пластик Платун, как и Альянс Свободных и Киберпланета вкупе с Хобби-бункером, также трепетно относятся к своему продукту. Ведь скульпторы всех вышеупомянутых групп определенно обожают то, что они делают, и это потрясающе. Однако ни у одного из производителей, что мне довелось увидеть, я еще не наблюдал такого внимания к самым мелким деталям, как у Пластик Платун. Такую проработку я, пожалуй, не встречал даже на коллекционных фигурках от западных производителей, которые, хочу заметить, выполнены в больших масштабах. Безусловно, все мы знаем, что дьявол в деталях, ну а бог в мелочах. Так вот, я вам скажу, что Пластик Платун удивительным образом совмещает в себе и дьявола, и бога вместе взятых. Впрочем, хорош трепаться, давайте уже подробненько все разглядывать. Итак, сегодня у нас на обзоре первая кавалерийская дивизия. Данный набор состоит из 6 фигур. Все солдатики имеют приличное количество облоя и заусенцев, которые на раз-два удаляются любым острым предметом, либо турбозажигалкой. Я же для зачистки использовал канцелярский нож, модельный скальпель и кусачки. Все это тоже вполне себе удобные средства для борьбы с ненужными остатками пластика. Как я уже упомянул, набор состоит из 6 солдатиков. Выполнены они из мягкого пластика. Самая высокая фигурка в отряде 6 см. Самый низкий солдатик чуть выше 3. Производитель Пластик Платун. Сделаны фигурки в России. Каждого бойца можно разглядывать очень долго. Затем его снова можно взять и найти что-то новое, и так несколько раз кряду. А спустя минут 10-15 вы снова берете солдатиков и снова восхищаетесь тому, насколько же они детально сделаны, как качественно проработаны и сколько же тут, черт возьми, мелочей. Вы только посмотрите, как проработаны каски солдат. Тут есть все, и рисунки, как это было в принципе принято у бойцов во Вьетнаме. Вот смотрите, здесь у нас изображение туза пик, а у гранатометчика можно разглядеть карту с изображением туза все той же масти. Я так полагаю, это карта. Возможно, это пачка сигарет. При таком масштабе трудно разглядеть, но покрасить вы можете как захотите. Вообще много интересных мифов и заблуждений связано с символом пик во Вьетнаме. В описании оставил ссылку на весьма интересный материал по поводу этой карты и ее присутствия во Вьетнаме. А еще на шлемах можно найти дополнительные патроны, гранаты, как в случае с гранатометчиком, еще пачки сигарет, разные тюбики с жидкостями, возможно, для борьбы с насекомыми, а может, это оружейное масло. Можно и дополнительный магазин на каске рассмотреть. Даже крестик с четками тут есть. И это, ребята, только каски. Ну а если взглянуть на тела бойцов, то это просто сказка. Сколько деталей, сколько разного рода мелочей, подсумки, фляги, патроны, ножи, гранаты, наручные часы, браслеты и многое другое. Не может не восхищать и то, насколько детально проработана одежда и разгрузка бойцов. Складки, дыры на одежде, ремешки, каждая мелочь тут выделена, и это великолепно. А рация, нет, вы только посмотрите, она же буквально усыпана и не только деталями, но и гранатами.
Великолепная работа над деталями на каждом миллиметре у каждой фигурки. Впрочем, ноги у солдатиков тоже не обделены деталями. Разные складки, карманы и легкая потрепанность. Ну а что касается обуви, то тут даже шнурки не поленились проработать. Отдельно стоит упомянуть и о подставках, которые также не обошли вниманием, и они весьма приятно оформлены. Особенно хорошо смотрится подставка радиста. Босая нога и брошенная штурмовая винтовка М16 определенно завершают общий образ этой фигурки. К слову сказать, все оружие у солдатиков выполнено безупречно, изобилует деталями и выглядит крайне аутентично. И это при таком-то масштабе, друзья. Потрясающая работа. Что еще хотелось бы отметить, так это невероятно динамичные позы. Динамика присутствует даже в статической, казалось бы, фигурке оглушенного радиста. На самом деле каждая фигурка смотрится весьма и весьма динамично. И динамика эта выражается не только в позах бойцов, но и в их лицах. Лица у бойцов выполнены просто шикарно. Эмоции, морщины, страх и ненависть – все это отчетливо читается на этих пластиковых лицах. Скульптор безусловно постарался на славу. Браво автору, это великолепнейшая работа. За боевые позы отдельное спасибо, коих тут очень даже немало, и все они в высшей степени потрясающе смотрятся. Ну а под конец несколько замечаний, если позволите. Мне кажется, что парные фигурки, как вот эти два бойца, очевидно же, что командир держит трубку, которая проводом должна соединяться с рацией, что расположено на спине раненого бойца. Так вот, подобные фигурки стоит наделять одной подставкой во время разработки, а затем разъединять уже перед производством, дабы было понятно, как именно задумывались эти ребята автором. Хотя мне кажется, но опять же я могу ошибаться, что-то подобное возможно было сделано и тут. Вот, например, если фигурки поставить вот так, то их подставки удивительным образом подходят друг к другу. Но опять же, возможно, мне это кажется. В любом случае, если подставки двух бойцов будут дополнять друг друга, это будет просто супер. Кстати, все подставки имеют маркировку «Пластик Платун». Также не могу не сказать и о том, что несмотря на мягкий пластик, штык-нож у этого бойца может отломаться, как это было в моем случае. Однако в защиту производителя могу сказать, что фигурки преодолели немалое расстояние в рюкзаке, где лежали просто в зип-пакетах. Так что есть вариант, что сломалась винтовка из-за не очень бережной транспортировки. В любом случае, я думаю, со столь тонкими частями фигурок стоит быть более осторожными. Третье замечание, оно же и последнее, ну или минус, называйте как хотите, это цена. Но прежде чем все начнут возмущаться по этому поводу, хочу сказать, что я прекрасно понимаю одну простую вещь. Каждый вправе оценивать свой труд, а тем более, когда он командный, в ту сумму, которую он сам пожелает. И все же, мне кажется, при той экономической ситуации, в которой все мы находимся, не каждый коллекционер может позволить себе заплатить за эти фигурки. И это меня расстраивает. Меня расстраивает не то, что фигурки стоят почти 3000 рублей, а то, что не все коллекционеры смогут обзавестись такой красотой, которую можно без преувеличения считать эталоном игровых пластиковых фигур. Далее предлагаю вам посмотреть на солдатиков со всех сторон под приятную музыку.
Вот, собственно, вы и поглядели на фигурки, да и я рассказал вам все, что хотел. Если остались вопросы, вы их всегда можете задать в комментариях. С огромным удовольствием отвечу на все. Также буду признателен вам за лайк, репост и за подписку на канал. Да, и, кстати, про колокольчик не забывайте. Канал «Сын, Отец и Игрушки». Создаем коллекцию вместе. Я же благодарю вас за внимание, друзья коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока.